прошлой серии горный охотник Денис Морозов и его супруга Мария прилетают в Хорватию и под покровом ночи отправляются на райский остров Млет. Все на лодку. Денис сталкивается с непривычными для него условиями охоты. Тем не менее, несмотря на все сопутствующие и отвлекающие блага острова, Денис добывает 2 трофейных горных козлов по классификации Капра. Козла горного крикри гибридного и козла дикого одичавшего, что приносит Денису дополнительные баллы в охотничьих клубах. Охотники отправляются в дальнейшую охотничью экспедицию по Хорватии на поиски европейского муфлона и за баранами, обитающими на островах Далмации. Сегодня 2-й день охоты в Хорватии. Вчера был супер день. Добыли 2 трофеев, 2 одичавших козлов на острове Млет. Сейчас на паром переезжаем на материк, потом с материка опять на лодке на остров Углян. На машине где-то 300 километров, потом паром. Где-то часам к 3-4 должны быть там. Сразу переодеваемся и будем пробовать сегодня вечером поохотиться на европейского муфлона. Хорватия шедевральная. Утром просыпаешься и сердце останавливается от видов моря, пейзажев, тишины, красоты. В общем, счастливые дни нашей жизни. Охота в Хорватии. В общем, переезжаем. Подарили соль, килограммчик, собственноручно собранной морской. Повезем домой, в Россию. Чао. Наши охотники покидают остров Млет и торопятся на паром, который они пропустили в первой части нашего фильма о Хорватии. Им предстоит долгое путешествие до острова Углян. Ядролиния, крупнейшая государственная судоходная компания Хорватии, основана в 1947 году. Она управляет большим автопарком. 54 судна, включая крупные паромы, катамараны и пассажирские суда с пропускной способностью около 4000 транспортных средств и 30 000 пассажиров. Переплываем на материк. 45 минут займет поездка морская. И потом еще 300 километров по суше. И потом опять на паром и на Угле остров за муфлоном. Местные жители и продвинутые туристы бронируют места на пароме заранее. Да, паром может быть переполнен, и ваше авто может не поместиться. Между разными островами очень мало прямых паромных автоперевозок. Большинство маршрутов требуют возвращения на материк, куда и направляется наша группа. Sad 15 do 3 za Ugljan. Так. Такое ощущение, что приехали на курорты Краснодарского края. У нас также красиво.
В общем, сейчас заселяемся и, наверное, на охоту. Хорватская охота. В шортах здесь надо, как в Африке. Команда прибыла на остров Углен и готовится к вечерней охоте. Муфлоны, вероятно, уже проснулись после дневного отдыха и начинают кормиться. Наверху, возле развалин, нас встречает Желька. Он местный предприниматель и по совместительству егерь. Желька сообщает, что это самая высокая точка острова и стоит проводить разведку именно отсюда. Они не ожидали, что тут охотятся. Они спрашивают его, что мы делаем. Он сказал, он идет охотиться на муфлона. О, мы тоже посмотрим. Он тоже охотник? Да. Животные ждут. Люди уходят до наступления темноты, и они подходят. Они сейчас находятся в тени. Мы тут охотились 3-4 года назад. Стреляли отсюда. Вот они, ух ты же, убежали. Алхеши? 230 метров. Это недалеко, да? Ну, конечно. Интересная охота в Хорватии. Удивляет. Уже, казалось бы, вот чем можно удивить человека? Мне кажется, уже было ничем, но тут появилась Хорватия. С лодки, на лодке, с пляжа, в апартаменты, с апартаментов на какое-то туристическое место, наверху какая-то крепость. У нас, и получается, культурное еще просвещение. Приезжаем, там еще немцы приехали тоже культурно развиваться. А мы охотимся. В общем, мне кажется, муфлон, если подождать, то он и в город мог бы выйти. Там недалеко было. Поэтому такая интересная охота. Посмотрели на горки, ветер сильный, в общем, муфлон весь в лесу попрятался. Едем сейчас на другое место искать муфлона. Группа покидает холм Святого Михаила, где и расположена средневековая крепость, про которую говорил Денис. Охотники переезжают на другие склоны хребта, а потом еще дальше. Проехав практически весь остров, группа возвращается поближе к гостинице. Закончился день, сегодня второй. Ничего мы не добыли. Видели много самок, видели много маленьких муфлончиков. Видели одного достойного трофея, но он быстро скрылся в лесу, и, в общем-то, не получилось ни подойти, ни стрельнуть, ничего. Очень большой лес. В общем, муфлона много, но лес очень густой. Там, я так понимаю, в промежутке он выходит на камни, тебе нужно потом стрельнуть. Хотя муфлон очень осторожное животное. А завтра в 4 утра подъем, и в 5 должны уже быть на горе. 5 на горе, как раз утром получше будет, наверное, видно. Как бы там не хотелось, ничего мы не сделаем.
Доброе утро. Сегодня третий день охоты в Хорватии. Чуть пораньше проснулись. Вчера не венчался успехом вечерний выезд на охоту. Но муфлона видели. Самок видели, самца видели. Ну, такой непроглядный лес. Тяжело охотиться, тяжело найти. Выдвигаемся. Желька нас уже ждет с надеждой на счастливое завершение этой охоты. Ай. Видел хорошего муфлона. Обычно он выходит там метров за 300, а сегодня вышел за 500. У нас нет тут приспособлений. Далеко в лесу стрелять тяжеловато так. Самки, молодые самцы. Кстати, потрепали самцов здесь капитально до нас. Ну, ничего. Мы находимся в охотничьем угодье Углиян, и сейчас их владелец, он же мой проводник Желька, наблюдал с помощью тепловизора. Повсюду зеленая, свежая трава, их нет на полянах, их нет на старых каменных стенах. Они в кустах, и их нелегко найти. Мы много раз видели в тепловизор, но не можем увидеть в обычный бинокль. Опять большую группу мелких самцов, самок. Ни одного подходящего трофея. Даже намека на трофейность какой-то, но маловатый. В общем, завтра с утра крайний день охоты в Угличе. В общем, как будет получаться, так будет получаться. Завтра в обед переезжаем на последний остров, где у нас еще 2 трофея. В общем, как уже получится. На охоте все бывает. Придется возвращаться. Ну, ничего. Охота на то и охота. Не получилось добыть муфлона. Все, вещи собрали. Сейчас на паром. Пароме до Задара. На Задара еще 3 часа на машине. И там уже на катере еще на другой остров. И там у нас еще 2 барана. Сейчас самое главное добраться туда до вечера, чтобы успеть сегодня поохотиться, не терять сегодня вечернюю охоту. В общем, торопимся.
Где мы сейчас? Мы сейчас на острове Кирк и отправляемся на скоростном катере на остров Плавник. Это наше третье место охоты, где мы будем охотиться на далматинских диких баранов, а если найдем гибридного барана, то съедим его на высоте 3 футов. Все, перебираемся на новую лодку. В общем, плываем за 2 баранами на остров. Надеемся, что здесь нам больше повезет, чем с муфоном. Мы отправляемся на остров Плавник для лучшей охоты. Вот так на острове еще не охотились. Люди сюда отдыхать приезжают. Мы на охоту. Это лучшая работа в мире. На таком чехпых мы еще не ездили. Шайтан машина конкретная. Необитаемый остров, один дом на весь остров. Мы будем тут жить. На острове будут жить только мы и бараны, больше никого. Здесь будет далматинский баран и далматинский черный баран. Удивительная охота. Каждый раз поражает. Думаешь, уже нечему удивляться. А еще, оказывается, только все начинается. В такой охоте можно было по месяц посидеть. Денис и Мария добираются до острова Плавник. Плавник – это необитаемый остров площадью около 9 квадратных километров, высотой над уровнем моря до 190 метров. Остров расположен между островами Керке и Црес. По легенде, в 15 веке пираты разграбили торговый галей, затем они были потоплены. Единственный выживший пират похоронил сокровища на острове и оставил карту. С тех пор сокровища так и не найдены. Плавник и его сосед, Малый Плавник, излюбленные места для дайвинга. Здесь подводные пещеры, вертикальные стены, уходящие до 40 метров, коралловые рифы, затонувшие орудия и обломки контрабандистских лодок. Кто знает, возможно, именно там и хранятся сокровища пиратов. Этому дому 400 лет. Да, замку 400 лет, а церковь 1577 года вообще, во дворе церковь. Ну, вообще, Святого Духа, да? да, храм Святого Духа. 1577 года. Да. Невероятное место, просто невероятное. Здесь каждый день можно молиться. Вы знаете, здесь нет интернета и нет телефона, вас ничто не отвлекает.
Этому дому 400 лет. Тут уголок с животными. А тут далматинский кабан, который приплывает сюда с острова Кырк. Их сюда очень много приплывает. Приплывает? Да. Кабаны переплывают с острова на остров. Я знаю, как эти дикие кабаны ловят беременных мам далматинца. Спускаясь, овца попадает в угол между старыми каменными стенами, и она не может перепрыгнуть через большую каменную стену, и кабан атакует. Мы иногда видим, когда они едят их, как собаки. Много опасно. Свиньи, получается, наносят большой вред далматинскому барану, и там в предыдущие года очень сильно подвыбили ловят, потому что наносит прям серьезный урон. Охота где? Вот здесь? Sve, da? Sve se može loviti, samo što je jedan dio je jako veliki buš, gusto i ne može se loviti. Ali recimo taj dio tu, taj dio, ovaj dio je najbolji. Куда наиболее место мы видим? To ćete otići, večeras ćete prvo pogledati ovo tu i onda na večer ćete se spustiti dole prema otvorenome. Сегодня вечером сюда пойдем. Da, jer je to otvoreno i tu vole izlaziti van. Но много животного? Da. Очень много, да? Recimo jedno 400-tinjak lopatara, 400? da, Ну, много. i toliko barana. Только баран 400. Da. I možda jedno 50-ak do 80 koza. Коза. Feral goats. Ферралгорд. A svinja А Ферралгорд биг? Большая? svakakvih ima. I velikih, i dobrih, i malih, i razne. da. I kompletno različite vrste. Smeđe, to je već okej, to je dobar. Это... Goat, feral goat. Это Ферралгорд. Da. Все, выдвигаемся на охоту уже. Похолодало. Берем ружье и поехали. С замка. Сразу на охоту. Охота везде. Даже во дворе. Доехав до южной части острова, группа спешилась. Погода совсем не охотничья, солнце печет, все животные прячутся в лесах. А вот и олень вышел полюбоваться на группу из охотников. Но их цель – это далматинский дикий баран. Как бы неудивительно это звучало, но наш баран – это уникальный вид, который относится к роду овис и произошел от домашней овцы. Этот вид официально признан научными организациями и встречается только на Далматинских островах Хорватии, таких как Плавник и Дугиаток. Изначально эти овцы были одомашнены крестьянами в XVI веке. В XVIII веке в результате засухи жители покинули острова, и животные стали дикими. Теперь они живут сами по себе и представляют собой отдельную популяцию. Охотники со всего мира приезжают сюда, чтобы насладиться красотой природы, отдохнуть от городской суеты, добыть экзотический трофей и повысить свой рейтинг в мировых охотничьих клубах.
группа добралась до самого северного края острова. По пути они видели молодых самцов и самок животных. Наблюдая за ними, но так и не найдя подходящего трофея, группа отправилась на южную часть острова. Вон там. Смотри на чистую поляну. Далеко много баранов. Здесь что-то никого нет. Пойдем сюда. Можно стрелять. Я больше не буду с чужого ружья стрелять никогда. Надо взять за правило никогда в жизни не стрелять, не приезжать на охоту с чужим ружьем. Какое бы оно ни было. Это, конечно, катастрофа. Короче, нам повезло. Несказанно, можно сказать, за 3 дня фортуна повернулась к нам чуть-чуть. Добыли черного. Козла, барана. Уже сам чувствуешь себя как козел здесь за 3 дня. Добыли черного барана, их здесь, грубо говоря, на 100 штук один. И еще супер трофей. За 3 дня случилось чудо. У нас за 3 дня первый трофей. Далматинский черный баран, гибридный. На острове Плавник. Название такое интересное. Это самый большой остров, необитаемый большой остров в Хорватии. Можно сказать, счастье повернулось к нам лицом. И добыли черного. Черный здесь самый редкий. Говорит, один черный на 100 белых здесь. Очень редкий экземпляр. И вот только вышли, и, в общем, видели белых, но ведь не крупных белых далматинцев. А этот прям достаточно крупный для черного. И, наверное, самое редкое здесь животное на острове точно. Поэтому говорили, даже если будут не сильно большие рога, стрелять, потому что популяция очень маленькая и очень трудно найти его. В общем, повезло. Вышли и с первого вечера сразу добыли далматинского черного барана. Что-то за 3 дня произошло приятная удача с нами, поэтому черный баран у нас, красивое животное, интересное такое. Это 3-й трофей в Хорватии. С европейским муфлоном не получилось. Надеемся, что завтра добудем далматинского белого, обычного, и, в общем-то, будем собираться домой. Добро jutro, как говорят хорваты. Надеюсь, завершающий день на охоте в Хорватии, хотя очень интересная охота.
море, остров. Остался у нас один далматинский баран белый. И здесь, в принципе, достаточно много, очень большие шансы добыть его сегодня. Надеемся, что мы сегодня добудем, позавтракаем и уже будем выбираться. Хорватия, конечно, потрясающая страна. Конечно, удивляет своей охотничьей разнообразностью, скажем так. Островной, морской. Это морская, можно сказать, баранья охота. Погода, климат, вообще фантастика. Люди, еда, интереснейшая охота. И, в общем, мягко говоря, все понравилось. Конечно, очень важно приезжать со своим оружием. Это который раз убеждаюсь, но сегодняшним днем с этой логистикой, это, конечно, мягко говоря, катастрофа. Привезти ружье с пересадками. Конечно, все равно надо мучиться, нужно вести его. Потому что свое есть свое. Может сократить не то, что там часы, может сократить поездку. Свое ружье и чужое ружье. Допиваем кофе и на охоту. Я так никогда не спала. Все-таки чувствуется необитаемый остров, море, нет людей, какая-то сумасшедшая энергетика, разбудили птицы. Я вообще не понимаю, как я встала в 5 утра и даже ни в одном глазу. То есть я даже спать не хотела. Хотя мы целый день вчера в переездах, в охотах, устали. Видимо, природа такая мощная, что она прям наполняет. То есть я отдохнула за там какие-то 5 часов полноценно. В городе, конечно, такого не добиться. Дальше жить. Доброе утро. Мы идем на прекрасную охоту. Мы идем искать красивого далматинского барана. Мы направляемся на берег моря, где как раз и будем наблюдать за животными и искать наш трофей. Сегодня Денис и его группа снова направляются к южной части острова Плавник. Вчера вечером там было замечено много далматинских баранов, где и Денису попался хороший гибридный экземпляр барана далматинского гибридного. Поэтому в выборе направления движения не было сомнений. Вон, я вижу их, пошли быстрее. Все. Закончили сегодня хоть без происшествий. Добыли завершающий трофей Хорватии на острове Плавник по названию. Далматинский баран, большая особь, достойный трофей. Прям с утра получилось добыть, вышли, все обошли. Все-таки крупный самец после гона сам пасется. Очень много барана, очень много.
но крупных самцов нету, они вот одиночные. То есть, получается, полуостров нужно облазить, чтобы найти достойный трофей. Он в группах не двигается, только самостоятельно. Получилось даже с горочки подойти, близко подошли, сразу добыли хороший трофей далматинского барана. Эту поездку завершаем. Сегодня, даст Бог, доберемся уже домой. У нас еще была Балканская серна, которая в это время закрыта. Будет открыта только на ноябрь-декабрь, уже на следующий год будем планировать. Ну и, в общем, прибавился туда еще европейский муфлон, которого не получилось добыть ввиду, наверное, климатически погодных условий. Все-таки жарко, большой лес, и очень трудно найти его. Нужно, чтобы все-таки была осень и поменьше была растительности, чтобы было хорошо его видно. В общем, Хорватия удивительная страна, удивительно охотничье место. Сейчас сидим на фоне моря Адриатического, невероятной красоты. Природа ни на что не похожая, в общем-то, как и любая горная охота, ни на что не похожая. Но Хорватия в этом плане, наверное, самая не похожая ни на что. С морем в Хорватию без плавок приезжать не надо. И рыбу половить, и покупаться, и природой насладиться, красотами островными и дивными животными. Получается, они все одичавшие когда-то, там, сотни лет назад. И, в общем-то, сегодня доставляют много счастья горным охотникам, да и, в общем-то, всем охотникам, которые приезжают сюда. Хорватия, спасибо. Господу Богу спасибо. Всем спасибо. Возвращаемся домой. Наша трофейная охота в Хорватии подошла к концу, но впереди нас ждут новые вершины и незабываемые приключения в горах по всему миру. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующие фильмы. Спасибо, что были с нами.